Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Сегодня будет необычное видео, называется топ-10 самых красивых русских слов, но как вообще оценивать, что красивое, что некрасивое, что самое красивое, все это индивидуальная, субъективная оценка. Поэтому в этом видео я с вами поделюсь словами, которые мне очень нравятся в русском языке. И надеюсь, что в комментариях вы добавите и напишите, какие вам нравятся слова в русском языке. Думаю, что таких видео будет несколько, потому что сегодня я остановлюсь только на существительных, то есть словах «кто» или «что». Ну что, начинаем? Мне очень нравится слово «луна». Такое вот короткое слово, очень красиво звучит «луна». Такое нежное, круглое слово, как и сама луна. Луна в небе. Если мы будем от существительного луна делать прилагательные, лунный свет, лунная дорожка, вообще еще интереснее звучит. Мягкий, светлый, как луна. Следующее слово берег. Простое, но теплое слово. Я очень люблю гулять по берегу. Берег. И даже здесь вот этот вот звук «р», он не такой грубый, как есть в других словах. Берег. Красиво звучит, правда? Вызывает такое чувство уюта дома. Берег. Следующее слово – облако. Читали вы или нет, слышали или нет, но есть такая поэма Владимира Маяковского «Облако в штанах». Своеобразное произведение, мое личное мнение, опять же. Мягкое, воздушное облако, облака в небе. Облако звучит намного приятнее, чем слово туча. Туча сразу чувствуется, что скоро будет дождь, скоро будет что-то не совсем приятное. Облако, безоблачное небо. Ну, без здесь портит всю картину. Облачный звучит намного лучше, хотя по погоде не всегда так. Белое пушистое облако плывет по небу. Следующее слово – нежность. Очень теплое слово. Оно такое мягкое, шепотом и теплое. Нежность. Связано с теплотой, с мягкостью и с любовью. Материнская нежность. Он с нежностью смотрел на нее. Прям чувствуется, что здесь даже больше любви, чем в слове «любовь». Так, следующие слова, возможно, вы со мной не согласитесь, мне они нравятся. Например, слово «звучание». Оно вот тоже для меня звучит очень мелодично, красиво. Мне нравится ваше звучание. Мне нравится звучание этого голоса. Люблю слушать звучание кузнечиков, к примеру. Мне нравится звучание моего имени. Могу говорить бесконечно. Звучание. Мелодично. Следующее слово – счастье. Обратите внимание, как мы пишем это слово. Произносим мы его по-другому. Счастье. Каждый хочет его. Даже звучит позитивно. Каждый хочет счастья. Оно звучит как подарок. Маленькое, теплое. То, чего мы очень ждем, то, что нужно всем. Хотя только благодаря несчастью мы понимаем, когда мы были счастливы, или когда у нас было счастье, или что для нас счастье. Прям даже хочется сказать: пожалуйста, увидьте счастье вокруг вас. Следующее слово – волшебство. Есть в этом слове какая-то магия, но вот магия для меня не такое красивое звучание, как в слове волшебство. Волшебство зимнего утра. Находиться в волшебной сказке. Или просто читать на ночь волшебную сказку. Волшебник, волшебница. Те люди, те существа, которые делают волшебство, занимаются волшебством.
красиво звучит. И сразу представляешь сказку, звезды, чудо, нет, чудеса. Следующее слово – свеча. Свеча горела на столе, свеча горела. Тихое, теплое, уютное слово. Как вы понимаете, мне вообще нравятся уютные слова. Представьте вечер, горящую свечу, теплый плед. Что-то мне это напоминает. Также в слове свеча чувствуется свет изнутри, свеча, и есть в нем какая-то сила в этом слове тоже. Огонь для меня звучит более агрессивно, даже не сказала такое вот импульсивное, более импульсивное слово, чем слово свеча. Следующее слово – тишина, спокойствие, покой, мягкое звучание. Ну, в общем, слово звучание я очень люблю. Тишина вокруг, как музыка. Тишина звучит даже почти как дыхание. Очень поэтично. Тишина. Тишина в кабинете, что часто я говорю на своих занятиях. Почему-то мои ученики очень эмоциональны, любят много говорить. По-русски, конечно. И давайте еще одно слово – легкость. Слово прям летит, не давит. Легкость. Пишем мы это слово, опять же, не так, как говорим. Произносим мы его намного мягче, чем пишем. Не легкость, нет, легкость. Легкость бытия, легкость походки. С ними мне так легко. Мягкое «л», светлое «е», открытое «о», легко. Все про него, все про это слово. Сегодня я поделилась с вами несколькими словами, которые мне приятно произносить. Это было такое, да, эмоциональное видео. Надеюсь, что в этом видео вы узнали для себя какие-то новые слова. Возможно, вы со мной согласились, возможно, не согласились. Это было только мое субъективное мнение. Но это видео необычное. Это видео вам на подумать и написать в комментариях, какие слова нравятся вам произносить, слышать, писать. Конечно же, только русские слова. Ну а если вам понравилось это видео, то оставляйте комментарии, ставьте лайки, и я запишу следующие подобные видео, поделюсь дальше своими эмоциями о русском языке. Подписывайтесь, давайте дружить в социальных сетях. Пока-пока, до скорой встречи!